Для того, чтобы вообще на планете Земля существовали сезоны, да, там лето, зима, осень, весна, кто-то очень мудро предусмотрел это и наклонил ось вращения Земли на 23,5 градуса. Что вот, к примеру, Солнце и наша планета вращается вокруг Солнца. Но она вращается не под прямым как бы углом, а она, вот у нее ось вот так вот. Если бы, к примеру, наша планета Земля была бы под прямым углом по отношению к Солнцу, то на экваторе было бы очень жарко, а на полюсах было бы очень холодно. И уже во многих местах нашей планеты не росли бы те же самые яблоки, да, или какие-то другие растения и так далее. Понимаешь, да, о чем речь? То есть из-за того, что есть вот этот наклон, удивительным образом на планете Земля появляются вот эти сезоны. Но, смотри, при таком наклоне, к примеру, да, оси вращения, наша планета, она будет очень нестабильно двигаться. То есть это как, к примеру, представь колесо на машине, и у нее ось кривая. Что будет? То есть вибрации там и так далее. Для этого, чтобы не было вибраций на нашей планете Земля, то есть кто-то удивительным образом установил такой спутник, как Луна. И эта Луна выполняет функцию чего? Некого балансира для движения нашей планеты Земли. Представляешь? Не по какой-то одной, да, там, орбите это все вращается. Ты знаешь, сколько у Луны орбит вокруг нашей планеты? Там около 200 с чем-то. То есть она каждый раз вращается по определенной орбите, и это ее нахождение в каждом моменте, оно идеально балансирует движение нашей Земли. Представь теперь вот это рассчитать. Кто это мог рассчитать? Такой удивительный механизм, чтобы наша планета Земля вращалась вот под таким углом. Из-за этого происходили бы какие-то вибрации, но кто-то включает в эту систему Луну, которая вращается каждый раз, занимает идеальное положение по отношению к Земле, Солнцу. И все это идеально сбалансировано. При этом не только сама, к примеру, Луна участвует, вообще все планеты. И не только в нашей Солнечной системе, а вообще во всех. Понимаешь? Во всем мире, в каждом даже самом маленьком создании есть вот такие уникальные, идеальные взаимосвязи со всем миром. То есть Всевышний Аллах таким удивительным образом взаимосвязал всю Вселенную. То есть ничего нету отдельного. То есть все взаимосвязано. Абсолютно. Тот, кто сотворяет даже самую простейшую вещь, на взгляд человека, это тот же, кто сотворяет все остальное и контролирует все остальное. И через это ты понимаешь, что даже самую маленькую вещь, пусть это будет растение, пусть это будет семечко, пусть это будет плод, пусть это будет человек или животное, неважно. Нету такого, что ты пришел, к примеру, тебе надо дышать, а здесь, к примеру, состав газов другой. Или, к примеру, у тебя зрение подстроено под одни излучения, а здесь совсем по-другому. И так далее. То есть идеальным образом все для тебя подготовлено. Вот ты пришел в этот мир, и все идеально.